Даниэль выполнял заказ. На этот раз это были 8 кило наростов Незера. Кому и зачем было нужно столько, он вопросов не задавал. Да и зачем, когда за хорошую плату можно было сделать так мало, всего лишь пойти в Незер и собрать немного образцов шляпок кримзоновых грибов. Технологии позволят ему раздробить их и получить необходимые наросты без необходимости чахнуть над песками душ. Делов-то на 5 минут. Спокойную работу нарушил топот снизу. Оторвавшись от работы, парень опустил голову и увидел Хоглина, чьи маленькие глаза вперились в него. Бояться было нечего. Дэн сидел в 5 метрах над землей, потому он просто продолжил работу, напевая нехорошую песенку про Хрюнделя. Хоглин недовольно рыгнул и, отойдя назад, начал рыть землю. Как следует разогнавшись, он протаранил ложку гриба. Тот упруго качнулся и сбросил с себя элитрийца. Он не успел ничего предпринять, лишь вскрикнул. Алая трава, что застилала камень, смягчила падение, но это не помешало почувствовать, что воздух покинул легкие. Придя в себя, Даниэль приподнялся. К тому времени Хоглин смог оторваться от ствола гриба, предварительно сломав гильзу. Он уставился на парня в ответ. Повисла тишина. Тело пахло жареным, хотя Кримзон был всяко лучше лавового озера. Первым сорвался с места Дэн. По пятам проследовал зверь. В грудной клетке эхом разносилась боль. Ни о каком полете речи быть не могло. Становилось ясно, что убегать элитрийца вечно не сможет. Хищника нужно было брать с хитростью. Дэн вывернул из леса на каменистые равнины. Путь лежал через толпы инфицированных пиглинов. Избегая взглядов, он лавировал между ними. Позади послышался грохот и недовольные вскрики толпы. Свиноподобные сфокусировали внимание на огромном звере, что расталкивал их. Хотелось надеяться, что это хоть немного его задержит. Сил оставалось немного. И спустя секунду грунт под ногами с хрустом осыпался. Элитреец провалился и заскользил по склону, ведущему куда-то вниз, во мрак. Где-то сверху опять раздался грохот и удары. В голове промелькнула мысль, что обычный Хоглин не должен вот так гнаться за ним так долго. Чем он так его обидел, думать времени не было. Из темноты проступил свет фонарей. Это были незеритовые шахты, как всегда узкие и мрачные. Помедлив секунду, Дэн осмотрелся. Иного пути нет. Со скрипом в зубах он нырнул в тоннель. Казалось, потолок давил, а стены норовят слопнуться. В надежде, что зверь сам застрянет меж стен, Даниэль обернулся и сразу пожалел. В полумраке по кроваво-красному камню за ним гналось черное нечто, струясь и заполняя тоннель густым дымом. Даниэль знал, что происходит. Об этом ему говорили два пламенно-желтых глаза, что сверлили его. Он видел их уже очень давно. Но знание дела не помогало. Фантомный дым продолжал заполнять пространство, разъедал легкие и сжег глаза. Дэн знал, что больше он не протянет. На бег сил не оставалось, потому же он становился сущим самоубийством. Монстра надо было остановить. Потянувшись за поясом, он достал пирозаряд с красной маркировкой, поджег и выпустил в ближайшую опору. Через несколько секунд тоннель сотряс оглушительный грохот. Отовсюду посыпалась пыль, а позади обвалился потолок. Вновь настала тишина. Дым перестал прибывать, но не прекратилось утробное рычание чудища. Оно отражалось от стен тоннелей, шло откуда-то из поворотов. «Конечно, это же шахты. Он будет искать новый путь до меня», — сообразил Дэн. Итак, он был заперт в лабиринтоподобных путях шахт вместе с шедшим с катушек монстром. Легкие стонали от едкого незерского воздуха, а ведь нужно было еще решать, как выбираться. С этими мыслями парень скрылся в одном из поворотов. Потолок продолжал давить. Налево. Монстр продолжал пугать. Направо. Даниэль продолжал путь в неизвестном направлении. Вперед. Сложно было сказать, сколько времени прошло. Снова направо. Казалось, путь будет длиться вечно. Вперед. Снова вперед. Налево. Рык стал ближе. По крайней мере, было точно ясно, что он исходил из поворота по правую руку. Дэн осторожно выглянул за угол. Совсем немного. И этого было достаточно, чтобы увидеть сверкающие глаза. И глаза эти смотрели в ответ. Прямо на него. Почти рефлекторно парень потянулся за поясом и достал новый заряд. Желтая маркировка.
Заряд этот сразу отправился вперед, навстречу несущемуся монстру. Столкнувшись с ним мордой, он тут же вспыхнул, покрыв огнем всю тушку зверя. Тот взревел, но так и не прекратил движение. «Прекрасно!» — пронеслось в голове. Теперь его преследовал дикий, ослепленный яростью зверь, так теперь еще и горящий. Просто замечательно. Дэн быстро начал отступать. Не успел он пожалеть о содеянном, как увидел кое-что. Отблеск. Пылающий Хоглин давал свет на стены тоннеля, в том числе и на один нужный поворот, что был особенно укреплен. Тот уходил вверх. Лестница. Взбегая по ступенькам, Даниэль выпустил новый заряд за спину. Снова грохот и пыль с потолка. Шахты оказались закрыты окончательно, вместе с догорающим Хоглином. Успокаиваться было рано, поскольку сумку с образцами и инструментов потерял в самом начале. Но элитрийца это уже не волновало. Победа придавала ему силы уверенно продолжать подъем. А смех его эхом раздавался в глубинах Незера. Рассказ подошел к концу. Даниэль выпрямился и развернул плечи. Ему казалось, что здесь, за стойкой таверны, он проторчал весь день. С соседнего сиденья на него внимательно смотрела Блиндайс. На удивление, она оказалась весьма хорошим слушателем. В течение последнего часа она не сводила глаз с Дэна, даже ни разу не перебив. Он улыбнулся. На этом история заканчивается, и я надеюсь, что ты больше не будешь звать меня гулять в эти леса. Да, после твоего рассказа как-то и в мыслях не было. Дайс всем видом показывала, что у нее есть масса вопросов. Не отвечать на них было бы кощунством. Простые уточнения совсем не вызывали напряжения. Было даже приятно показать пару зарядов из глубин пояса, хотя бариста такого откровения не оценил. Минут через 10 вопросы кончились. Ребята уже начали было собираться, как вдруг Дайс как бы невзначай поинтересовалась. Знаешь, кое-что мне не дает покоя. За тобой буквально сначала гнался Хоглин, которого потом в итоге ты видел как кучку черного дыма с желтыми светящимися глазами. Еще и эта зараза преследовала тебя до самого конца. Что? Почему? Дэн опустил брови. Ему не очень захотелось разочаровываться в том выводе на ее счет, который он сделал совсем недавно. Отведя глаза, он заметил, что за окном уже совсем стемнело. У этого явления есть своя причина. А- Я думаю, что это еще одна долгая история. Да ну, И я думаю, что уже слишком темно для нее. нет, Я думаю, что я расскажу тебе ее в следующий раз. нет. С этими словами он спешно направился к выходу, стараясь не обращать внимания на то, с каким прищуром сопровождала его Дайс. Дэн, это нечестно. Но не так поздно, Дэн.